Господа, здравствуйте! И наконец-то снова Тинькофф Банк. Между прочим, есть дебетовая, что важно, карточка Тинькофф Black. Она была сделана специально так, чтобы ее было удобно использовать каждый день для обычных покупок. И, между прочим, она является одним из самых удобных банковских продуктов на рынке. И, само собой, в нее включены все самые необходимые плюшки. 6% годовых на остаток по счету, 1% кэшбэка со всех покупок вообще, 5% кэшбэка на выбранные вами категории, до 30% у различных партнеров, среди которых есть Связной, Sony, Технопарк и многие другие. При этом можно бесплатно снимать наличные в любых банкоматах, бесплатно переводить деньги в рамках лимита, и доставка самой карты в любое удобное для вас место и время также бесплатно. И само собой, от меня есть супер фишка для тех, кто оформит карту. Если вы совершите любую первую покупку от 1000 рублей в любом месте, то вам вернется 500 живых рублей обратно, которые потом даже можно будет снять в банкомате. Хотите, сходите в кино на 1000 плюс рублей, хотите, купите продуктов на 1000 плюс рублей, хотите, закажите в интим-магазине игрушку гуся. А почему нет? И даже при этом 500 живых рублей вернется вам обратно на счет. Все подробности по этой акции, а также условиям пользования карточки и ссылки на оформление самой карточки, естественно, будут в описании к этому видео. Господа, здравствуйте! И наконец-то в этой серии будет первый выезд. Мы в прошлой серии специально все подготовили именно так, чтобы в этой серии, знаете, вот так и поехать. Вот, в принципе... ну мы все рассказали, получается, да? Больше смотреть нечего. Но с другой стороны, если отвалятся колеса, этого я сейчас не передал, да? Ну, в общем, интрига есть, не надо мотать. Собираем, все сейчас быстренько заводим, проверяем, работают ли тормоза, грузимся сразу, вам хочу сказать, на эвакуатор и едем на автодром, потому что я не хочу уезжать на этом в город вообще ни в коем случае. Сначала надо испытать. Погнали! «55 литров тосола». Я не знаю, сколько жидкости гидроусилителя, наверное, литров 200 максимум, немного, в общем. И сейчас все попытаемся завести еще раз, уже собранным, со всеми жидкостями, с половиной уже подключенной электрики. У нас буквально 3-4 провода еще не подключены. Есть уже выхлоп подсоединенный, выбитый катализатор сразу же. Знаете, последние приготовления, как перед запуском на Байконуре. Однажды Бурана, когда он еще летал. Если вкратце по электрике, вы смотрите, все ненужное уже отрезано, осталось 2 косы. Одна из них идет на мочевину, она же AdBlue, экология. Ее надо отсюда вырезать и вместо нее вставить эмулятор, потому что саму мочевину, естественно, никто сюда лить не будет. И все остальное тоже уже не нужно, в общем, осталось буквально чуть-чуть. Сейчас завести можно, скоро поедет. Радик коробки уже стоит, то есть, смотрите, прям все практически оформилось. Сейчас бахнем. Мы просто все это не показываем, потому что это все довольно монотонно, потому что человек сидит и днями распиновку прощупывает, косы, куда что нужно, что можно отрезать, что нужно оставить, вместо чего подкинуть какие-то там обманочки и так далее, где-то просто там пару скруток, вы понимаете. Это можно снимать 2 недели, это будет абсолютно монотонный процесс, который требует от человека выдержки, нервов и самообладания, потому что я бы обоссался на второй день уже просто и свалил, я не знаю, что-нибудь переворачивать иксы, это проще. Но мы в Русавто, проще, это не задача не этой компании, здесь надо сделать идеально, поэтому как хорошо, что есть такие люди, вот просто, все, заводим, на газу уже кирпич лежит специально, чтобы после поворота ключа все происходило само собой, мы только снимаем, все, погнали. Так, ну чё, пацаны, заказ на щебень сам себя не отвезет.
Такое ощущение, что заднюю стенку выгнуло, там вакуум от вентилятора создался. А она... Все? Чего? У нас было 3 секунды восторга. Все, давай, снимай, не переставай, там что-то случилось. Все, рама распил? Не, трубку вот эту переделывать надо. Я так и понял. Короче, нам нужен новый КАМАЗ и еще 2 двигателя от Scania. Это не сработало. Это не сработало. Так, а мы еще будем заводить или вам достаточно? Не, ну можно... Но мы все считаем, что проект окончен. В принципе, заводить больше не надо. Нет. А, вы поставите банку сюда? Да, какую-нибудь банку. В общем, все, у нас получилось. Я считаю, что было круто. Да. А, Пошли домой. Да, пошли. Все, пока. Пока, пацаны. Русавто топ. Он такой лютый, конечно. Охренеть. Просто вам на камеру не передать эти ощущения, когда 3500 моментов вот здесь, вот такие прямо. И я могу сделать прямо, просто вот послушай, как это вот это вот. Он прямо, он дикий. Самый дикий татарин на всем Диком Западе, на северо-западе. Вот, точно. Самый дикий татарин на Диком северо-западе. Да. Все, глушимся. То, что надо. Прямо то, что надо. Идеально. Чтобы мотор просто винтом вот так в канат сзади, вот плетением таким морским раму связал. То есть мы стартуем, а мосты, они просто, знаешь, вот так по часовой стрелке, вот, их просто вот так вот на кузове так наматывает на кардан. И все. Шикос. Просто шикос. Кстати, вы иногда пишете, что типа неудобный носик не залазит в бензобак. Я не знаю, пацаны, по-моему, все идеально. Короче, этот мотор контрактный, и уже до того, как мы его купили, он прошел более 1 000 000 километров. Сейчас зальем СДА, и теперь точно поедет. Короче, эта штука стоит всего 350 рублей. Совсем небольшие деньги за то, чтобы залить ее в тачку, которую ты только что купил, чтобы все прочистилось, промылось и поехало. Ну, пацаны, это просто работает. Я тоже читаю ваши отзывы. Поэтому заливаем и едем. Все точно поедет ЗИЛ. Все, сворачиваем. Что ж, господа, эпическое событие. Первые метры КамАЗик, ну, вторые, если честно, первые были по территории, и вторые метры сейчас КамАЗ проедет по автодрому. Мы точно знаем, что что-то пойдет не так. Мы попытались сделать все для того, чтобы это не так стало как можно позже, но как знать? Есть очевидные недостатки и очевидные преимущества. Во-первых, мы гарантируем, что сегодня будет правило одной передачи. 6-я, но она же, грубо говоря, с делителем, там 12-я передача, на которой этот автомобиль сможет тронуться, и на ней же он точно достигнет максималки. Второе, то, что все писали во всех комментариях уже последнее видео 3, то, что разлетятся клинья. И здесь была попытка сделать так, чтобы эти клинья все-таки не разлетелись. Сейчас покажу. Если вы не в курсе, сзади грузовые автомобили сейчас содержат двускатные мосты. То есть с каждой стороны от моста у вас не по одному колесу, а по 2. Как и у нас у КамАЗа. Все здорово. Обычно есть один диск, второй диск. Они разворачиваются друг к другу лицом или уж спиной, как кому угодно. И вставляются на одну и ту же шпильку. Ну, бывает еще ситуация с футорками и так далее по-разному. В общем, они между собой соединяются, гайками плотно сжимаются и в таком состоянии ездят. У КамАЗа другой тип дисков. Сам диск — это, по сути, вот такой один обод, а все, что вы видите внутри вот эту штуку, это вся одна большая ступица. И между этими двумя ободами у КамАЗа еще есть некое промежуточное кольцо, то есть диск
прилегает к кольцу, а кольцо уже к другому диску. Получается такой бутерброд. И ступица с этим ободом соединяется исключительно распорными клиньями. Вот этими. Специально мы их поставили новые, чтобы они хорошо выделялись. В итоге вся эта система получается крайне неустойчивая к нагрузкам, потому что среднее кольцо может сдавить, если вы перетянули эти клинья. Оно просто со временем раздалбывается, начинает люфтить, и диск вот так ходит относительно друг друга. Во-вторых, клин не имеет никакого механического паза или сильного зацепления с ободом, то есть он сообщается с ним исключительно благодаря натрению. Это значит, что когда вы вваливаете, ступица вместе с клиньями проворачивается относительно обода колеса. И это еще не страшно, если бы то же самое не происходило, когда вы тормозите. Таким образом, КамАЗ может лишиться тормозов, то есть ступица встает колом, и обод продолжает крутиться на ней, хотя вы нажали тормоз. Это очень страшные вещи, особенно часто они происходят на горных дорогах. Поэтому два обода приварены намертво к промежуточному вот этому диску, ободу, и вокруг, значит, ступицы, вокруг лучей ступицы еще приварена арматура также к этому диску. Таким образом, сейчас два диска, и внешний, и наружный, оба колеса, они нераздельны друг с другом, и с этим центральным кольцом. И все к херам, короче, горит в аду эта система. Это можно решить переходом на евромосты, грубо говоря, на евродиски, на евроступицы и так далее. Это решаемо. Но мы пока едем в стоке, максимально усиленным, насколько только это возможно. И все равно оно, скорее всего, отрыгнет, когда мы влупим газе на полную. Чтобы вы понимали наши тревоги. Итак, господа, у нас теперь есть пока какая-то вот такая обстановка, потом все причешем. Сейчас просто выезд, понимаете? Все, что нам нужно, это значит, что у нас есть теперь карабас. Он у нас 12-ступенчатый, причем тут еще есть и демультипликаторы, и половинки, делитель, короче... Или, по-моему, это одно и то же. Короче, есть вот эта требуха и вот эта требуха. Это долго очень объяснять, но сейчас я вам объясню, к чему это все. Завозимся пока так. На всякий случай. Сейчас, секундочку. Надо подсосать чуть-чуть там. Вот так вот. Чуть-чуть. Поднакачать. Накачалось даже. Во. Во. Давляк пошел. Малорик. Быстро, 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 быстро. Фух. Ну просто спешили выехать сегодня. Сделаем завтра, что все будет в порядке. Че вы? Немного там выпускает. Короче, по передачам. Это внизу, а это внизу. Едем. Смотри. Где-то примерно... Ну, давай, примерно первая, короче. Поехали, да? Просто отпускаем сцепление. Первая. Половинка. Как переключается половинка? Смотрите, вот сейчас у нас первая внизу, да? Половинку бахнули, сцепу, хоп, хоп. Это уже другая передача. Все, это уже быстрее. Дальше вытащили наверх, снова первая. Не дожалась. Еще быстрее поехали. Вот это прямо мы поехали, да? Хорошо, вторая. Половинку вверх. Еще быстрее поехали. Что мне нравится в половинках? Так это то, что чтобы их переключить, не нужно переключать коробку. Вот мы едем так, да, смотри, половинка сейчас вотнута, хоп, хоп, и она поехала быстрее. Вот это половинка, это значит, что переключение на скорости будет просто эпическим. То есть смотри, допустим, у нас сейчас с половинкой низ 6, мы сразу подтыкаем половинку высокую, но она еще вотнута низкая. И дальше мы выжили сцепу, отпустили, хлоп, все, у нас уже длина, вот это прямо, да? Это интересно. И также вниз, то есть можно коробку не выстыкать. Ну, это, блин, 8 лет я не переключал коробку с делителем, честно. Подзабыл. Ну и можно низкий ряд, пожалуйста, на ходу прямо. Опачки. Сейчас, где-то там я тебя нащупаю. О, есть. Вот, это низкий ряд. Прямо, да? Low and slow. Та же самая передача, и мы уже едем. И теперь еще половинку. Буст с полутора. Смотри, буст. И половинка зашла. И все, и мы фигачим. Но, к сожалению, у нас
ограничитель. На спидометре у нас где-то 140. Тормоза. У нас настолько лютые тормоза, что сзади все 8 колес схватывает сразу же. А передок еще не блокируется, потому что на нем двигатель. И у вас 12 передач плюс еще понижайка. И во всем этом нужно разбираться. Добро пожаловать, ребята, в мир грузовиков. Как с этим всем разогнаться? Никаких проблем. У нас просто 3500 момента. Поэтому смотри, что мы сейчас делаем. Шаг первый. Развернуться. Выворота здесь, ребята, такая гора, что развернуться никакой проблемы. Шаг 2. Повышенный диапазон. Шаг 3. Половинка вниз. Шаг 4. 6-я передача. И трогаемся сразу с нее. 3,5. Мать его. 1000 момента. Половинка пошла. Опа. И все. И мы вот все. 60 км в час. Сколько это было в секундах? То есть он пипец как едет. Он пипец как едет. Не было бы ограничителя. Но вот это максимум. Все, соответственно, сейчас у нас там уже 12-я, то есть 6-я с верхней половинкой, понижайка вверху. Нам быстрее никак. И ограничение электронное, у нас 1600 оборотов. И даже если мы это ограничение снимем, даже если у нас будет не 1600 оборотов, а отсечка это где-то 200, то все равно она поедет, ну, не 63 фактических, а где-то, наверное, 75. То есть это все равно не успех. Как же добиться 100 км в час? А нужны другие мосты, пацаны. В повороте 63 на КамАЗе в резкой дуге. Никитос, ты бы себя видел. Ты, по-моему, яйцами пытаешься зацепиться вообще за все, что только есть. Ну и постоянно, да, у нас постоянно дым сзади и закусывает колеса. Тиски просто лютейшие. У нас с собой есть Race Logic. Сейчас мы еще раз попробуем. И потом по Race Logic попробуем разогнаться. Но, к сожалению, это только 0,60. Все, 60, все, это отсечка. И при этом на спидометре уже 140. То есть спидометр при этом просто у вас... Воу! Так, надо Race Logic, я не знаю, по ощущениям очень быстро разгоняется. Причем этого ощущения, наверное, нет на камеру, но по факту прямо вот боковые перегрузки на КамАЗе. Но все, это постоянно в ограничителе, она без остановки едет 60. Так бы не поломала ступицы. Смотри, вот где они стоят, вот там, ну до них, наверное, метров 250. Мы у них уже будем на скорости 60. То есть в конце квотера здесь будет выход прямо... Все. Блин, это реально быстро, хотя это не ощущается таким быстрым. Нужен Race Logic. Сейчас возьмем у пацанов. 0,60 Race Logic меряет, кстати. У нас будет хотя бы 0,60. Ну что, замер по Race Logic 0,60. Ну, по крайней мере, такая графа у всех есть. Это нормальная тема. И при этом мы ланчуем. Газ-пол. Капец. Еще и подпрыгнул. Сколько там было? Что-то, по-моему, много было. Я провафлил на переключении. Тут тоже надо рвать, понимаете? 7,8 0,60. Ну, что-то как-то, да. Но мы работаем над этим. Видишь, не те передаточные числа. Капец. Короче, переключаться нужно где-то на 1800 на следующую. Я понял. Ну что, из 6 выйдем до 60? Сколько? 7,6. Но я бы не сказал, что прямо мы сильно... Надо, короче, попробовать другие конфиги. Сейчас. Нам нужен старт более мощный. Ну, давай попробуем разные конфигурации. Ну-ка, вот это, например... Опа-па-па-па. Вот такое ускорение меня устраивает.
Давай, выдержали бы мосты. Это слишком короткая передача. Хорошо. Вот это лучше. Типа, все готово. У нас есть результат 7,2. То есть это было сочетание нормальное. Надо нормально стартануть, и я сделаю 7 до 60. Ни хрена. Сцепа подбуксовывает даже. Да, и даже пахнет сцепой. 7,1. Но прямо сцепа реально забуксовала. Нужны другие передачи. Нет, это медленно было. Это было медленно, и мы не попадаем в передаточные. Да, это было 7,7. Короче, 7 секунд до 60 он едет. Сейчас все объясню. В общем-то, результат оказалось бы типа фиаско. 7 секунд до 60, надо же. А чё вы переживаете? Во-первых, у нас двигатель работает совершенно не в тех режимах. У нас совершенно неподходящие передаточные числа на мосту. То есть у нас очень короткие все передачи, включая, мать ее, 12-ю, ну или 6-ю на верхнем положении делителя, если хотите, на верхней половинке. А у нас дико моментный двигатель, который раздувается после 1200. У него спул очень узкий, где-то примерно 1000-2000 оборотов. А у нас отсечка 200 уже на 63 километрах. То есть он около 60 уже уходит из своего спула. Он уже перестает толкаться. Там ограничитель срабатывает. Таким образом, эти показатели даже, наверное, не совсем справедливы. То есть мы получаем все минусы тяжелой машины в виде отсутствующего рывка и неправильно подобранных передаточных чисел. Нам даже не подобрать передачу, с которой нужно трогаться, по сути. Только один раз мы его подобрали и получили этот 7,1. И во-вторых, у нас нету самого козыря этих двигателей, когда у них есть уже финальная передача длинная, вот как раз, которая после 60 должна втыкаться. Мы ее воткнули, дальше наступает буст, и все 3500 начинают дико его давить. Он, по идее, роллом, как и ЗИЛ. Вспомните ЗИЛ. Он первую сливает, а потом наступает уничтожающая вторая. Но она наступает с 60, а у нас здесь на 60 все заканчивается. Здесь должна быть та же самая история. Он конечно, не на первой, а на передаче на той, на которой вы стартуете, должен вот делать какое-то подобие пинка. И дальше уничтожающая последняя, 12-я, которая просто делает так вот. Вот это просто вся турбина вот так вот на! И все туда просто выпрыгивает к херу. И как раз вот именно на этом переключении на втором машина должна делать так. А у нас этого нет, потому что мы только-только начали тащить, и у нас все уперлось в отсечку уже. Так что я не исключаю, можно сейчас даже зарубиться на эту тему, что когда мы согласуем передаточные числа, она поедет до сотки столько же. И это сток, это 630 лошадей, это еще не 1000, ее никто не чиповал. По идее, как должно быть. То есть мы прямо в начале пути. Дальше начинается, по идее, вот эта морока с настройкой. Но здесь настройка-то, по сути, ограничивается чем? Заливаем чип, и я пошел греть финалку, все это срежем. Все, давай. Значит, сейчас делаем бернаут. You've been playing my mind.
То есть он не хочет разрушаться прям вообще никак. И это удивительно. Это КамАЗ. Итак, господа, что же не так с этой серией? Ничего не сломалось, не погнуло раму, не срезало клинья, не отвалились колеса, не согнул даже кардан, жив мотор, он не перегрелся. Господи, да что же не так? На самом деле, конечно, проблемки есть, они совершенно незначительные, это просто огрехи того, что мы спешили, чтобы побыстрее наконец-то выехать. Никаких нет проблем, что где-то там сейчас поставить хомут, а где-то поставить другое реле, которое сегодня залипло, и все, но это абсолютные мелочи. Глобально про Любон, естественно, в том, что никто заранее не считал передаточные числа, и у нас получилась эта скорость 63 км в час максимальная. И если снять на фишку со спидометра, чтобы мозги не знали, какая сейчас скорость, то машина даже разгонится до 78 км в час. Это абсолютно не имеет никакого значения. И мы получили разгон до 67 секунд. И вот хочу загадать все-таки вперед, получится ли такой же разгон до 100, когда все-таки будут другие передаточные числа, потому что наше количество крутящего момента позволяет, мне кажется, с таким же ускорением сдвинуть с места ее даже с другими передаточными числами. Тем более мотор уже будет работать все-таки более в нужном диапазоне. Это шок. И косяк, конечно, что у нас свободные дифференциалы. Да, вот, мы опять же, почему надо же, в дрифте, оказывается, нужны блокировки. Мы до сих пор этого не знали. И еще и не будем знать следующие 30 лет. Но в этот раз, сделая выводы относительно этого видоса, мы все-таки поставим в следующем видео блокировки и обязательно попробуем уже навалить боком. 2 задних моста будут заблокированы межколесными блокировками, и телега, то есть 2 моста между собой, межосевой дифференциал в них будет также заблокирован. Что из этого получится уже в следующей серии. А в остальном, господа, успех. Это едет, это рулится, это не гнет раму, это живет. И это КамАЗ. И это функциональный КамАЗ, который даже сейчас, когда мы поставим кузов, сможет перевести щебень и не будет функционально от него ничем отличаться. И даже в салоне люди сидят спокойно, им комфортно. Да, посередине еще можно поставить нарды и в них даже играть в рейсе по пути. Это же гениально. Все, коробка, теперь есть делитель, теперь есть понижай. Да все у нас есть. Все с этим КамАЗом будет отлично, но чуть позже. А сейчас спасибо вам всем огромное, что смотрели этот первый тестовый и все-таки уже практически полубоевой выезд. Удачи вам всем и пока. И солнце капец как тепло у нас стало, прям расслабило меня сегодня за день в первый раз. Вообще абзац.